Вот это теперь будет выглядеть действительно круто. Смотрите, что происходит. О, первые отчаянные парни. То есть вот, у нас все машины практически остались дома, следов нету, но Александр поехал на службу. Ему громче привет. Раз. А? Чего? Ну скажи, кого поздравляем? Александр Шарапов, это капитан Оливии, ему огромнейший привет из Снежной Анапы. Ёшки-кошки, что это? А где дороги-то вообще? Вот это да! Александр Шарапов, поздравляем с днем рождения, желаем счастья, здоровья и всего самого лучшего. Продолжайте радовать людей своей вкусной едой. Жить. Умение так готовить — это божий дар, его надо реализовать от души, в общем. Смотрите, ребят, ну это просто фантастика. По количеству машин, то есть вы можете определить, сколько тут проехали. То есть вот одна, вторая, там еще третья едет. То есть сегодня у нас были планы по ремонту, но мы никуда не поедем. Зато транспортные средства, видите, без номерных знаков передвигаются. Потому что снег налипает. И все. Так, мы вчера, давайте... тут как скользко на дороге, слушайте. У меня с шипами обувь, и реально, то есть машину уже накатали, очень скользко. То есть остановиться будет крайне тяжело. Посмотрите, толщина сугробов. То есть сантиметров, наверное, 10 уже точно есть, а то и, наверное, все 15. То есть, ну вот, до пальца моя рука. Это вот толщина сугробов, которые здесь образовываются. Мы вчера ходили в эту сторону, нам сейчас это будет неинтересно. И мы с вами прогуляемся по Витязево непосредственно. Хотя было туда, в ту сторону, ближе к морю. И гораздо все быстрее. Но мы не ищем легких путей. Мы пойдем смотреть, во что превращается Витязево. Я реально с детства этого не помню, чтобы такие были снегопады у нас. Надо лыжную маску искать было. С ней было бы вообще прекрасно передвигаться. Очень надеюсь, что стабилизатор не сдохнет после этой прогулки. Ну, если сдохнет ради таких кадров, я думаю, это того стоило. Тоже, видите, машина без номеров. Люди останавливаются, чистят окна от снега, так как очень тяжело передвигаться. Залипание, налипание даже на хороших машинах. Но чуть-чуть людей все-таки двигались. Такси. Зеленый цвет. Это улица Горького. Сейчас мы идем пересечение с улицей переулок Цветочный, либо Светлая. Она называется там частично. Что так, что так. Смотрите. Меня снег тоже облепляет. Надо как-то не пропустить тот момент, когда происходит налипание снега, чтобы было на камере видно, потому что я иду и пытаюсь закрывать глаза. Вот это да. Сибирь там кричала, что у нас снега там круто, классно, приезжайте. Что я могу сказать? У нас есть и снег, и море. Переезжайте, ребята, кому надо помощь в подборе квартиры, обращайтесь в номер моей жены. Она у нас риэлтор, под видеосюжетом имеется. Будем рады вам помочь. Маршрутки все-таки ходят, смотрите. 14-я даже забралась на гору. И одна за одной. Это у нас 128-я. Пустая. Едет 3 человека, чтобы вы понимали. Сейчас посмотрим. 114 маршрут. Раз, два. 2 человека поехало. То есть поэтому особо они и не ходят. Ну, смысл какой, да, если никто не хочет ехать. Фу. Так, это улица Красноармейская. Березки в снегу. Я побоялся ехать на машине. Объясню почему. Даже если у тебя хорошая резина, даже если ты там супер водитель, всегда сзади есть те, кто на летней впервые сел за руль. Поэтому я считаю, что в Анапе в такую погоду не резина. Резина не спасет, я вам отвечаю. То есть вы поставите, еще раз говорю, у вас укоротится тормозной путь, но будет очень много людей, у которых будет лето.
и которые будут останавливаться гораздо дольше вас. Тем самым вы еще больше спровоцируете аварийную ситуацию. Лучше в такую погоду тихо, мирно отменять все дела и сидеть пить чай на кухне. Лучшее решение из зол. Так, интересно, какую же температуру сейчас на улице нарисует наш градусник. Он у нас произошел замену, произвел, точнее, я, так как тот уже помирал. Температура воздуха в Анапе сейчас минус 5 градусов. Ого-го. Тут, смотрите, заметают сугробики. В эту сторону было бы гораздо легче снимать. Жена у меня пойдет на Жемчужину России. Также прогуляется, вам поснимет видео. И вот еще одна машина без номеров. То есть, чтобы был разнообразный контент. А завтра, я надеюсь, мы как-нибудь доберемся и до Анапы. Хотя можно спокойно и сейчас садиться на маршрутку и ехать. Но не факт, что вернешься. Тоже люди очищали машины. А у нас же ни у кого нет вот этих вот чистилок. Ай, какая красота. Вы видите, что это? Мы идем сейчас вообще по Витязево. Что именно Витязево у нас настолько заметено снегом. Мне интересно, что на море. Прям хочется увидеть, ощутить всю эту красоту. Улица Гагарина. Вау. Вау-эффект. У меня телефон, короче, покрывается уже льдом. То есть первые капли, которые на него падали, они, получается, стекали, и снизу сосульки все. Блин, это, знаете, из каких-нибудь фильмов ужасов, когда показывают там человека, который, там, не знаю, с фонарем, там, бац, резко замерзся, на нем такие сосульки висят. Тут примерно в это же самое сейчас превращаюсь и я. Будем надеяться, что все-таки все будет хорошо. Также, друзья, по размещению пишите ВКонтакте, если кто-то вам на лето надо подобрать жилье. Обращайтесь, будем рады помочь. Вариантов очень много. И, надеюсь, именно нужный для вас тоже подберем. Надеюсь, что микрофон не подведет. И все запишется хорошо. Ой. Вот это да. Вот это контрасты. Кстати, по-моему, первый... Нет, второй человек встретился, который идет пешком. О, с пивнухи дверь открыли, там такой кислый запах оттуда. Гостевой дом Мур-ля-Мур. Уже поменяли фасад. Оттуда перебегаем. Я даже не услышал машину, поэтому надо аккуратно двигаться. Все двигаются действительно медленно. Спешить нету смысла. Сегодня можно куда-нибудь успеть. Но это Витязево. О, у нас здесь, посмотрите, что происходит. Там целая орда собак пошла с той стороны. Охраняет мужика. Даже вот на месте машина пробуксовывает. Улица Черноморская, собственно, перед вашими взглядами. Я думаю, очень многие вообще не поверят, что мы находимся в Витязево. Здесь у человека есть даже лопата для очищения снега. Да ладно. Откуда ж ты ее взял? Так, как-то обидно. Шел туда, было все в глаза, иду обратно. Все тоже в глаза. Посмотрите, на что я похож. Вот так вот выглядят настоящие блогеры, все погодные. Нам ничего не страшно. Нет, главное, чтобы записался хорошо именно звук. За него я переживаю, потому что его я не слышу. Как снежок скрипит под ногами, а? Это нечто. Я думаю, Света сегодня не дойдет до моря. Даже мне очень-очень тяжело, насколько я люблю вот эти все хождения. Но крайне тяжело этим заниматься. Ну, могу теперь констатировать факт, что буквально 12 минут от моего дома до Паралии, если идти по этим улицам. Там у нас переулок Приморский находится. Кто-то сегодня здесь шел.
пацаны. Я просто не знаю, как там идти дальше. Я думаю, надо перейти дорогу. Машина ехала и припарковалась вправо, потому что побоялась дальше спускаться вниз. Очень скользко. Дороги никто не посыпает. Все это он спросил, а у вас вообще, говорит, в Анапе есть снегоуборочная техника? Ну, вот сегодня узнаем, есть у нас в Анапе снегоуборочная техника. Это, как говорится, вопрос на миллион. Это вообще вся курортная часть начинается. Тут вроде бы поменьше метет, не так сильно в рот попадает снег, поэтому меньше стал говорить. Неудобно есть снег и говорить. Переулок Ангарский. Такого точно не видели, я прям уверен на все 100. И тут красота, заснеженные елочки, греческий стиль, фантастика. -5 всего лишь в Анапе, и у нас случился апокалипсис. Ну, приятно на самом деле. Снег, возможно, сегодня попробовать слепить какого-нибудь снеговика. Это будет прям вообще вау-вау. Но все самое, я считаю, все равно будет интересное на море, потому что именно виды моря со снегом — это фантастика. Но я не читал давно о таком видео, именно в заснеженном Витязево, или Витязево под снегом. Так, многие не представляют, что такое здесь происходит. Мы, кстати, прошли улицу Рос. И потихонечку уже совсем немножко остается, чтобы добраться прям до вывески Паралия. Надо сделать обязательно топчик-фотик, и будет классно. Сегодня эта фотография обязательно будет в Инстаграме. 128 ждет клиентов, короче, на маршрутку. Это Южный проспект. В ту сторону я не вижу практически ничего. И в эту сторону то же самое. Никаких посыпаний, засыпаний центральных улиц мы с вами не наблюдаем также. А нет, это водитель бегал себе покушать в Грека. Походу, да, именно так. Тут даже не видно, тут же брусфер есть, да? Оно все замело так, что не видно, где он начинается, где заканчивается. Так, нам в любом случае в ту сторону. Вот это я провалился в сугроб, чтобы сделать эту фотографию. Красиво? Мне кажется, очень красиво. Ну и всем добрый день тем, кто дошел, либо кто домотал до сюда. Мы продолжаем нашу прогулку именно уже непосредственно по самой Паралии. Приятного просмотра и хорошего наслаждения. Очень надеюсь на свою технику, что сегодня она меня не подведет, так как очень-очень... Вот видите, тут очень скользкая плитка, то есть можно кататься, как на сноуборде. Толщина снежного покрова примерно так же, сантиметров, наверное, 10-12. Там было наверху побольше. Здесь снега чуть меньше, но виды от этого ничуть не менее интересно. А вы тут ходили в трусах, майках, а может и только в трусах. Здесь у нас Гавана-мама зазывала нас. Очень-очень сильно всех звал. Ему огромнейший привет, Крым. Круто? Я считаю, это не круто, это фантастически. И пойдемте дальше. Я вижу, что не один я тут проходил, еще кто-то двигался. Так что прогуляться, а может просто люди шли на работу, тут так как функционирует, ну как охраняется много заведений. Меня мой телефон, короче, по лицу не распознает. Хотел открыть, записать небольшой сторис.
Кафе «Фрегат», горят лампочки. Ждут гостей, наверное. Так выглядят пальмы, которые не убрали. Снежные юки впереди. Сейчас вы станете свидетелем записи небольшой сторис. Если она вам не помешает. Вот это да! Я посмотрел на себя. Всем здравствуйте, друзья! Мы сегодня находимся на Парали. Я вам немножечко сейчас покажу. Допустим, это заснеженная юка. А это вот так вот выглядит сама Паралия. Фантастика, да? Все, сторис записан. Кстати, друзья, подписывайтесь на Инстаграм, на нашу группу, как она правильно называется, в Телеграме. Потихонечку и туда мы уже пришли. И там появляются видеосюжеты, которые мне действительно интересны, которые я на Ютубе не могу опубликовать. А туда спокойно, все хорошо и классно. Так. Ноги иду и пробуксовывают. Ну, посмотрите, навстречу мне первый человек попался. А нет, не первый, даже с той стороны идет человек. Люди все-таки есть. Ой, как там собаки весело. Да, я посмотрел. Фантастик. Ой, вот это счастье у собаки. Ну тут не просто метель, а конкретно, я бы сказал, метель, которая заметает абсолютно все. О, что-то у меня телефон, короче, сам зажил своей жизнью. Надо его как-то отрубить еще. Зашел в сторис к моей жене. Вообще из-за того, что все мокрое и крайне тяжело. Вот сейчас этот ветер меня устраивает. Он дует мне в спину. Правда, залепляет экран телефона, элементы управления стабилизатором. Но это все мелочи. Надо было в пакете, кстати, стап убрать. Я что-то не додумался. Блин. На самом деле, вот видите, вроде бы солнца нету, но снег дает неповторимые краски всего вокруг. Все такое светлое становится, беленькое, красивенькое, фантастическое. Это у нас кафе «Встреча». Вот так вот мельница выглядит со снегом, около которой фотографировалось нереально много людей. Там дальше у нас люксор. Здесь вообще ни один человек не прошел, смотрите, ни одного шага не сделано. По Парали все-таки мы увидели, вот ребята с собачкой прогуливались, а там вообще никого. Крокодил со снегом. Это топчик, на самом деле, фото. Вот так как-нибудь откадрировать. И можно фотографировать. Оставляйте себе на память. Тоже делайте скриншоты экрана, либо в инсте у меня забирайте. Я сегодня, наверное, целую карусельку загружу. Опять ветер в лицо. Ну что ты будешь? Так только шел, так хорошо было. Здесь балкончик с Джульеттой. Привет ей огромный. Деревья со снегом. Слушайте, я не узнаю Парали. Я не знаю, как вы будете в своих городах сидеть и смотреть на это путешествие. А даже мне кажется, все-таки, может, да ладно. И такое тоже бывает. Вот бывает. Причем даже последний раз, когда я снимал снег, это года 3 назад, наверное, было, с утреца, он уже сразу таял. Сейчас у нас обед, и снег только набирает силы. То есть завтра мы проснемся, а здесь у нас будет совсем снежный апокалипсис. Все заметет. И будет, наверное, вообще как-то сверх необычно. Потому что завтра не обещают потепления, а наоборот похолодание. Это, кстати, вот печалит тем, что мы со Шотом не сможем побывать в Крыму. Так как у нас нет зимней резины. И все, на этом наше путешествие закончилось, так и не начавшись. А жаль. Я бы с удовольствием съездил.
Фантастика. Улица Серебряная. В ту сторону. Смотрим в ту сторону. И давайте назад, вид на Паралии. Круто. И двигаемся дальше. Красиво там на море? Супер. Супер. Значит, не зря идем. Вот поэтому пальмы попрятали. Так как если бы пальмы не были спрятаны, тут был бы абзац вместе с ними. А так все хорошо. Тут снег, там лето внутри. И они переживут спокойно даже самые сильные морозы. Фонтанчики анапские. Вот этот звук, конечно, грум по снегу. Он мне поначалу нравился. Сейчас что-то уже нет. Вот, смотрите, где-то плиточку подсняли. Сейчас еще, знаете, вот при таком количестве выпавшего снега в Анапе очень страшно ходить под всякими навесами, потому что нигде не рассчитывалось, да, там летний легкий навес делался на скорую руку и совсем не рассчитывался на то, что на него ляжет там определенное количество снега, да. Можете посмотреть, там уже сверху сугробы. Но будем надеяться, что выдержат. Ой, прям очень будем на это надеяться. Сейчас самое главное увидеть море, которое нас очень ждет впереди. И мы обязательно дойдем. Красота. Друзья, обязательно жмите на кнопочку «Поделиться» под видео, где бы вы это видео не встретили, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Ютубе. Делитесь этой красотой. Это самое необычное, что видел в этом году. О, вороном хоть бы хны. Полетели, каркают себе. Многие, видите, лайфхак идут под крышами. Раз, что? Купались? Да. И как? Вода плюс 10? Вообще огонь. С легким паром. Вот так вот. Моржи видят издалека. Человек только что купался. Класс. Там у нас аквапарк находится здесь. Снесли какую-то кафешку. Наверное, что-то новое будут городить. Давайте вот вам первые изменения, которые нашел. И да. Так. Такого снегопада. Эх, снег не знал и падал. Да. Такая вот песенка лирическая. О, я тоже чуть спрячусь под кровлю, чтобы покомфортнее было проходить. Что-то я же прям слюни пустил, начал завидовать этому мужчине, который купался в такую погоду в снег. И мне захотелось. И мне надо. Это если уговорить жену, чтобы она с утра встала и поехала с нами с Ашотом, я бы тоже искупался. Потому что стоять, настраивать камеру, я думаю, минус 5 особо сил не будет. Либо искупаться для души. Класс. Ну вы посмотрите, да, сюда это, а? Мы выходим постепенно на пляж Витязева, а ничего не меняется-то, а? Все как было, так и есть. Сугробы и все. Так, на всякий случай протремся. Чтобы не пропустить самый главный топовый кадр. Ага, сейчас откадрируемся хорошо. Ну, вот она, пляж Витязева. Со снегом. Скажут, что це ти фоткав?
О, тут брусер надувает уже, как и ранее происходит. Сейчас ветра нет вообще. Если мы там наверху какой-то ощущали, то здесь вообще прекрасное состояние души и тела. Ну реально фантастика. Я смотрю, думаю, вот это да. Вот это красота. Сейчас, наверное, запущусь с Инстаграма с эфирчиком. Запущусь со второго канала с небольшим эфирчиком. Пока буду идти домой. И отдельно еще можно снять, конечно, наверное, на обратном пути улицу Светлую. Чтобы поинтереснее все это выглядело. Здесь он по снегу. Можно, кстати, идти кататься на санках. У нас тут дюны. Не забывайте. Они создают ощущение горок. Белоснежная пустыня вокруг. Тут кто-то уже на машине даже успел проехать по ней. Самая красота там впереди нас ждет. Именно возле моря. И до него осталось. Я сам иду по сторонам, зырк туда. Ну, вау, какая красота. Какая фантастика. Как же это круто. Как же это классно. Я, наверное, сегодня в эту метель не остановило выйти ничего. Тут хоть бы глыбы ледяные падали бы, я пошел бы смотреть, потому что такое событие, оно требует внимания к себе. Сейчас опять кадрируем, чтобы это было более-менее симпатично. И снимаем. Отлично. Круто. Эй, ежик! Нам видно крайне маленькая часть вообще моря. Море, конечно же, теплое. Вот мужчина сказал, что у него показало плюс 10. У нас сюда с утра со счетом только плюс 1 смогли мы намерить. И мы теперь можем воистину ощутить тепло морешка нашего. И туда кадрируем. Красота. Ну что, друзья, я смог, я дошел. Надеюсь, что звук запишется и видео вам получится отправить, чтобы вы получили немеренное удовольствие от того, что происходит у нас здесь, на юге. Действительно ли это юг? Большой-большой вопрос. Температура воздуха у моря, давайте я вам сразу сейчас отвечу на этот вопросик. -5, она вообще, представляете, все время не менялась. Сейчас я замолкаю на несколько минуток, и мы с вами слушаем море. Точнее, смотрим на море со снегом.
Просто фантастическая красота, да? Если я не ошибаюсь. Слушайте, мужчина сказал плюс 10, у меня 3 градуса показывает. Но это на берегу, возможно там поглубже будет больше. Потому что возле берега тут тонкий слой воды, она очень быстро остывает. И самое главное, что перестал шторм. Это более-менее такое безопасное купание. Я вам хочу во все ваши города передать огромнейший привет с нашего любимого всеми поселка Витязева. Надеюсь, что в скором времени придет все-таки к нам весна. Зима не задержится. И мы будем рады видеть вас всех на отдыхе у нас у Черного моря. И уверен, что это событие, как и вот это событие, вы запомните на очень долгие годы. А с вами был Юрий Озоровский. Всем спасибо за просмотр. Увидимся вечером. Пока. Подписывайтесь, кстати, делайте репост. Спасибо. Ну и самое главное, вот так вот на фоне моря хочу себе оставить себя вам в воспоминаниях. Вот так вот. От души.